Всем привет! Добро пожаловать на канал. В этом видео я хочу поговорить о принятии решений, как принять по-настоящему правильное решение, что на нас влияет, что на нас не влияет, какие факторы отметать, какие наоборот учитывать. В общем, весь этот процесс, как он у нас происходит в мозге и как нам сделать по-настоящему правильное решение, которое бы учитывало все, и чтобы в долгосрочной перспективе вы получили именно то, что вы хотели, а не поддались какому-то искушению. И первым таким фактором, который влияет на принятие наших решений, это то, что мы очень часто поддаемся влиянию первого решения. То есть, когда вот мы начинаем какой-то рассматривать вопрос, ну, я не про завтрак, не про выбор одежды, а именно какое-то большое глобальное решение проблем, нам кажется, что первый импульс, вот я подумал, что мне выбрать, и у меня, в общем, всплыл какой-то образ, например, и я вот по этому образу буду дальше делать. Очень часто мы на это ведемся, но все дело в том, что если вы не являетесь суперэкспертом в этом вопросе, то есть если это не профессиональная, например, ваша область, то есть в вашем мозге очень много знаний, очень много опыта, на который может опираться мозг, и тогда он действительно выдает верное решение первое, потому что просто это происходит очень быстро, вам не нужно долго думать. Это да. Если это вот такие вот обстоятельства, да. Но если вы совершенно ничего не знаете, вы еще ничего не изучили, вы ничего не понимаете в том предмете, насчет чего вы хотите принять решение, то первое решение – это самое худшее. Ну, не самое худшее, но самое простое. То есть нам мозг всегда подсказывает что-то максимально простое, максимально выгодное в данный конкретный момент, то есть очень быстро, как это выгода, и то, что не затрачивает максимум наших усилий. То есть это самое простое, вот действительно самое-самое простое решение, и оно нам кажется очень хорошим, потому что оно простое, и нам кажется, что это вот ответ на все наши вопросы, поэтому если это что-то действительно важное для вас, это что-то такое сложно сочиненное, это то, что может повлиять на вашу карьеру, на вашу жизнь, подумайте дальше, все-таки изучите вопрос. Следующее, что нужно учитывать, это то, что выбор между старым и новым, он действительно самый сложный. То есть, когда мы решаем остаться на старой работе или перейти на новую, остаться на старой квартире, например, или все-таки переехать на новую. То есть, нам всегда сложнее всего расстаться с чем-то старым и окунуться в что-то новое, потому что в старом у нас какая-никакая рутина, мы уже привыкли, есть какие-то определенные ожидания, есть какие-то привычные, ну, в общем, тут все привычненько. А там в новом есть какая-то перспектива, да, возможно. То есть там есть возможности, какие-то варианты, но они все такие вот расплывчатые, то есть непонятно, сделаете вы шаг, и у вас все получится, или у вас и не получится, и так далее. Соответственно, вот эти самые решения, они зачастую не имеют какого-то четкого решения, то есть четкого ответа, что вам будет хорошо. Это всегда какой-то баланс, то есть это всегда какой-то больше компромисс с самим собой. И как раз-таки следующий момент, о котором я хочу упомянуть, это то, что все наши решения основаны на чувствах. Потому что иногда нам хочется отключить чувства и чистая логика. Вот что для нас будет лучше, какое решение будет лучше. Особенно вот в предыдущем пункте мы решаем, мы взвешиваем плюсы, минусы составляем. Но на самом деле ученые подтвердили то, что в принятии решений чувство является очень важным фактором. Потому что был пациент, у которого отсутствовали чувства, то есть он не мог испытывать ни эмоции, ни чувства, ничего, но рациональная часть его осталась, и он не мог выбрать между двумя вариантами. Вот просто не мог. То есть он взвешивался за, против, все, составлял там списки, но принять конкретное решение он не мог. Соответственно, полностью отключить чувства и принять решение без них не получится. Вы в любом случае опираетесь на ваши эмоции, на то, что вы испытываете. И такое маленькое предостережение, о чем тоже говорят многие ученые, это то, что мы очень сильно ведомы авторитетом. То есть мы ведемся на каких-то авторитетных людей, как нам кажется. То есть нам кажется, что они прям вот такие вот умные, классные, замечательные, что они чего-то добились, и на них нужно равняться. Но на самом деле авторитетность и компетентность в том вопросе, в котором вы хотите принять решение, это не равно.
То есть зачастую мы опираемся на авторитетов, которые совершенно не вообще отдельно от той зоны, где мы хотим как бы принять решение, то есть от той зоны ответственности, которую мы хотим на них переложить. То есть если они выбрали вот это, и я тоже буду выбирать вот это. Но почему они это сделали? Почему они сделали этот выбор? Зачастую это какой-то личный выбор. То есть это не опирание на какие-то факты, научные доказательства, еще что-то. Соответственно, мы очень сильно ведомы в этом плане. Все рекламщики, инфлюенсеры все это прекрасно знают, соответственно, они нам транслируют это дело. И когда вы принимаете решение, все-таки задумайтесь о том, вам это навязали. То есть подумайте о том человеке, о котором вы вспоминаете, когда принимаете решение, то есть на которого вы опираетесь. Он эксперт, он компетентен в этом. Что он вообще об этом знает? Почему он это выбрал? На что он опирался и так далее. Скорее всего, это все отметется, и вам придется самостоятельно принимать решение, что гораздо лучше, потому что для вас это будет решение, то есть это будет личное решение конкретно для вас, а не то, что вам навязал какой-то авторитет. Следующее, то, что очень сильно влияет на наше решение, это эффект дефицита. То же самое используют маркетологи, они нам говорят о том, что осталось 2 штуки, или у вас есть ограниченная возможность, везде таймеры, еще что-то, и это очень сильно влияет на наше решение, потому что нам все время кажется, что мы упускаем какую-то возможность. То есть вот эта система дефицита, когда вот у вас появляется, что вам там ограниченное время, ограниченное количество, ограниченное то, ограниченное то, вы скорее склонитесь к «да» решению, то есть вы там купите, вы пойдете, вы что-то сделаете, чем к «нет», потому что вам кажется, что вы упустите возможность. Но в этот момент нужно остановиться, выдохнуть и все-таки подумать, если бы не было этого дефицита, даже если он искусственно созданный, что очень часто происходит, что бы вы сделали? Вот нужно в этот момент попасть в настоящий момент, и действительно обдумать свое решение. И постараться, чтобы вот этот самый дефицит на вас не давил и не склонял вас к позитивному решению. Еще один очень интересный эффект, который оказывает на наше решение, это социальное доказательство. То есть, когда все решают, что это хорошо, и мы такие, ну да, наверное, хорошо. Очень много исследований на детях произведено, когда там всем давали сладкую кашу, одному ребенку давали соленую кашу, потом спрашивали, типа, ну как, сладкая была каша? И он как бы под давлением большинства, что всем давали сладкую кашу, он говорит, да-да-да, она была сладкая. Соответственно, все-таки подумайте о том, что это общество вам навязывает вот это самое решение, или это ваше личное решение. То есть, опять-таки, когда вы принимаете решение, учитывайте все вот эти факторы, о котором я говорю. То есть постарайтесь отвлечься от этого общего шума, дефицита, общественного мнения, авторитетов и так далее. И загляните внутрь себя, в свой опыт, в свои ощущения, в свои эмоции и так далее. Потому что все это очень сильно влияет на наше решение. Нам кажется, что ой, я такой независимый, я такой классный, я иду против общества. На самом деле очень много решений за нас решает общество. Если вот немножечко раскрутить весь поток принятия решений, вот этих всех мыслей, на самом деле очень много и часто, соответственно, все-таки нужно это учитывать, чтобы опять-таки было комфортно лично для вас. К следующему пункту это усталость от решений, потому что когда мы принимаем целый день множество решений, в принципе, каждый из нас это делает, потому что мы решаем, что мы будем есть, как мы поедем, что мы будем делать, как мы оденемся и так далее. Все это решения, которые поджирают наши внутренние силы. То есть после сна, когда вот мы взбодрились, мы немножечко отдохнули, за время сна, надеюсь, все-таки вы выспались, более-менее хотя бы. Вот этот самый ресурс, он к вечеру истощается. И если вы на вечер оставляете себе какие-то действительно важные решения, но вы уже потратились на миллион не сильно важных, то вы, скорее всего, примете совершенно не то решение, потому что вы устанете, ваш мозг устанет обрабатывать информацию. А для того, чтобы принять какое-то важное решение, нужно изучить множество факторов, покопаться в опыте, изучить какую-то новую информацию. Для этого нужна энергия, для этого нужны силы, для этого нужно
провести аналитику, а это энергозатратно, опять-таки. Поэтому, если вам нужно принять какое-то сложное решение, вот как раз-таки хорошая идея оставить на утро. Это прекрасное, замечательное, на свежую голову принять решение. И последняя уловка, на которую нас подсаживает мозг, когда мы принимаем решение, это то, что мы хотим все и сразу, по-настоящему. Наш мозг этого действительно хочет. Он хочет получить сразу мгновенный результат, чтобы мы приняли решение и сразу это произошло. Мы что-то купили, мы что-то съели, мы что-то посмотрели, мы с кем-то пообщались, вот сразу мгновенно. Наш мозг не любит долгосрочные перспективы, он не любит где-то там, что будет результат. Это так сложно, нужно к нему идти, нужно стараться. А зачастую вот какие-то большие сложные решения, они идут именно на долгосрочный результат. То есть нам нужно сейчас принять какое-то решение, которое получит какой-то фидбэк, какой-то результат впоследствии. То есть, например, если вы худеете, вы каждый день принимаете какое-то решение, что вы будете что-то есть, а не будете чего-то не есть, на очень долгосрочный результат. То есть вы понимаете, что вы своего конечного результата достигнете не скоро. И мозг вам говорит, ну вот я сейчас съем, и ничего не будет. Ну, оно ж не скоро будет. Вот он постоянно нас подстерегает на быстрые решения. То же самое по работе. Вот я сейчас, типа, не буду эту задачу делать, ну, ничего страшного. У меня завтра будет много времени. Но завтра у нас другие задачи, другие решения и так далее. И мы уже будем, например, уставшие, потому что всю ночь просмотрели сериал. Потому что нам кажется, ну, я еще одну серию посмотрю, ничего не будет страшного. Ничего не будет страшного. Постарайтесь не вестись на все эти уловки, на авторитеты, на мгновенные решения и так далее. И у вас все получится. Вы сможете принять действительно по-настоящему продуманное решение, которое будет хорошо конкретно для вас и для вашей долгосрочной цели, для вашей долгосрочной перспективы, и у вас все будет хорошо. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.